Марк никогда прежде не видел, чтобы дикое животное вело себя так необычно. К его дому снова и снова приходил гигантский медведь, останавливался у входа, словно здоровался, а затем уходил в сторону леса, будто настойчиво приглашая последовать за собой. Раньше Марк не придавал этому значения, списывая все на случайность, но однажды решил удовлетворить свое любопытство и был потрясен тем, что в итоге обнаружил. Марк вырос в шумном мегаполисе, и переезд в глухие хвойные районы северо-запада Канады стал для него настоящим культурным шоком. Однако со временем он освоился и даже полюбил более медленный, размеренный ритм жизни. Одним из самых трудных аспектов адаптации для него стала дикая природа. В детстве медведи для Марка были лишь логотипами хоккейных команд или плюшевыми игрушками из сувенирных лавок, но он прекрасно понимал, что в реальности это огромные и потенциально смертельно опасные хищники, поэтому относился к ним с осторожностью и уважением и настаивал, чтобы его жена и дети делали то же самое. Его дети засыпали, обнимая мягких игрушечных медвежат, но Марк знал, что это не имеет ничего общего с настоящими бурыми или черными медведями, живущими в этих лесах. Тем не менее, для него и его семьи это был новый этап жизни. Они поселились в доме на краю лесного массива. Марк любил природу и хотел, чтобы его дети росли ближе к ней, видел смену времен года, слышали птиц и знали, как пахнет лес после дождя, и в целом он был доволен своим новым домом. Он отдавал себе отчет в том, что природа может быть представлена милыми белками и лосями, мирно пасущимися на полянах, но она также таит в себе крупных хищников — медведей, которые способны рассматривать человека как еще один источник пищи, не такой быстрый, как олень или заяц. И вскоре после переезда эта самая природа подошла слишком близко к его семье. Настолько близко, что оказалась прямо у панорамной стеклянной двери, выходящей на деревянную террасу. Жена Марка, Сара, не разделяла его восторга по поводу переезда, но после долгих разговоров и обещаний безопасности он сумел ее убедить. Первые 2 дня в новом доме были почти идеальными. Семья много гуляла, дети с радостью носились по участку, и все складывалось настолько удачно, что Марк окончательно уверился в правильности своего решения. Он и Сара работали удаленно, пока стабильно держалось интернет-соединение, и их прежняя городская квартира по уровню удобства никак не превосходила этот двухэтажный дом с участком, 4 спальнями и видами, от которых захватывало дух. Преступность в их небольшой горной общине была практически нулевой. Местная школа имела хорошую репутацию, и, казалось бы, поводов для беспокойства не существовало. Как выяснилось, беспокоиться следовало именно о медведях. Однажды ранним утром дети разбудили Марка и буквально потащили его вниз, говоря, что он обязан увидеть нечто невероятное. Он никогда не видел их настолько возбужденными, даже когда водил их на решающий матч хоккейного сезона в большом городе. И вот причина восторга. Прямо за стеклом, на террасе, сидел огромный медведь и внимательно смотрел на Марка и детей. Марк никогда раньше не видел живого медведя так близко и не мог определить, был ли это просто особенно крупный черный медведь или бурый, а может, что-то еще. И в тот момент он лишь благодарил себя за то, что с самого начала учил детей осторожности и правилам поведения рядом с дикими животными. Дети привели его посмотреть на это зрелище и, к счастью, не пытались открыть дверь. Марк также испытывал облегчение от того, что Сары не было дома. Она уехала на выходные к сестре, и если бы увидела медведя, сидящего у стеклянной двери, она бы немедленно усадила детей в машину и поехала обратно в город. Соседи предупреждали Марка, что иногда медведи подходят к домам, привлеченные запахом еды или мусора. Стоит отметить, что дом был почти полностью стеклянным, но архитекторы учитывали особенности местности, поэтому все панели были усиленными,
и шансов пробраться внутрь у медведя не было, что Марк и объяснил детям. Им, впрочем, это было не так важно, ведь медведь стал самым захватывающим событием в их жизни. Марк пытался вспомнить, достаточно ли плотно он завязал пакеты с мусором и закрыл ли контейнеры накануне вечером, но было уже поздно, медведь находился прямо у них на террасе. И все же это была редкая возможность увидеть медведя вблизи без непосредственной опасности. Когда они подошли к стеклу, животное, казалось, поприветствовало их, подняв лапу и медленно махнув в их сторону, словно оно было настроено дружелюбно. Дети, Лили и Том, ахнули от восторга и начали умолять открыть дверь, чтобы подойти ближе и покормить его. Они видели лишь большого пушистого зверя, который им помахал, но Марк не мог оторвать взгляд от длинных когтей на этой лапе, выглядевших не менее острыми, чем кухонные ножи. «Папа, пожалуйста, давай дадим ему что-нибудь поесть!» — кричал Том. «Мы можем дать ему мед или бутерброды с джемом, как у медвежат из книг», — добавляла Лили. Медведь тем временем продолжал махать лапой и будто мягко подзывал их, делая движение в сторону леса, и дети инстинктивно шагнули вперед. Но как только они сделали несколько шагов, медведь резко поднялся и направился в чащу, затем остановился, обернулся и уставился на них, словно ожидая. Марк крепко прижал детей к себе и твердо сказал, что за этим медведем они никуда не пойдут. Он решил, что детям временно нельзя играть на улице, пока он не поймет, что происходит. Следует ли звонить рейнджерам заповедника или в полицию? Нарушил ли медведь какие-то правила или, наоборот, это люди вторглись на его территорию? Больше всего Марка поражало необычное поведение животного. Он пытался выбросить это из головы, но мысль не отпускала. В следующий раз медведь появился, когда Сара рано утром спустилась на кухню за кружкой горячего молока и застыла от ужаса. Марк упоминал ей о визите медведя по телефону, когда она возвращалась, но не стал вдаваться в подробности, чтобы не пугать ее, надеясь, что зверь больше не появится. Он и дети рассказывали ей об этом, но Сара решила, что они преувеличивают, и Марк был рад такому отношению. Теперь же она видела все собственными глазами и пришла в ярость. Как они могли оставаться в доме, зная, что к ним приходит медведь? Она заявила, что пора возвращаться в город, в тесную квартиру, где есть свои опасности, но, по крайней мере, там вас точно не съедят. Марк старался сохранять спокойствие и уверял Сару, что медведь приходил всего пару раз, а он уже вложился в покупку сверхпрочных контейнеров для мусора, в которые никакой зверь не доберется. После третьего визита Марк заметил, что в поведении медведя есть четкая закономерность, и решил не спать всю ночь, устроившись у стеклянной двери. Он заварил крепкий кофе, закутался в плед и сел на диван, наблюдая. Под утро медведь снова появился и повторил все то же самое, и стало очевидно, что он хочет, чтобы за ним пошли. Но зачем? Любопытство Марка стало настолько сильным, что он решил рискнуть и последовать за животным, даже понимая, что это может закончиться трагически, но, по крайней мере, он узнает причину такого поведения. Что-то внутри подталкивало его сделать этот шаг, и он решил довериться этому чувству. Когда Марк подошел к двери, медведь двинулся в лес, остановился, обернулся и посмотрел на него, словно проверяя, идет ли он следом. Марк был смертельно напряжен, выходя из дома, и старался держаться на расстоянии. Он думал, не взять ли с собой что-нибудь для защиты, но понимал, что ни бейсбольная бита, ни кухонный инструмент не помогут, и вспоминал слова пожилого продавца из местного магазина, советовавшего купить перцовый спрей от медведей. Каждый раз, когда Марк останавливался, медведь садился, смотрел на него и затем медленно продолжал путь, оставаясь чуть впереди. Возможно, животному нужна была помощь, но что, если оно просто ведет его глубже в лес, чтобы напасть? Марк знал, что если он побежит, медведь легко его догонит,
ведь по документальным фильмам он помнил, что медведи способны развивать скорость, сравнимую со скачущей лошадью. Прошло около 15 минут, и он все еще шел за медведем, и чем дольше длился путь, тем сильнее становилось ощущение, что животное не намерено причинять ему вред. Если бы оно хотело напасть, оно уже давно бы это сделало. Они оказались в частях леса, где Марк никогда не бывал, и его поразила первозданная красота вокруг. Ярко-зеленые кроны пропускали солнечный свет, повсюду росли кустарники, слышались только шорохи листвы и пение птиц. Ему приходилось постоянно напоминать себе о необходимости сохранять осторожность рядом с таким опасным зверем. Примерно через час медведь остановился, и Марк понял, что окончательно заблудился. Он оставил семье записку, что вернется позже, но если бы Сара узнала, куда и зачем он пошел, она бы никогда не простила ему такой риск, и он боялся вернуться домой и обнаружить пустой дом, если она решит уехать с детьми. Медведь вышел на небольшую поляну и начал нервно обнюхивать землю, явно что-то разыскивая. Это поведение насторожило Марка, и он подумал, что сейчас самое время тихо развернуться и попытаться вернуться назад. Но как только он сделал несколько шагов, медведь резко повернулся и оскалил зубы, которые оказались еще внушительнее его когтей. Марк замер на месте, а медведь снова принялся обнюхивать поляну. В этот момент Марк осознал, насколько опасно его положение и какую глупость он совершил, последовав за диким животным. Через мгновение медведь встал на задние лапы и уставился в сторону, словно уловив чей-то запах, а затем снова посмотрел на Марка, и тот понял, что у него нет выбора, кроме как продолжить путь. Теперь медведь двигался гораздо быстрее, и Марку было сложно не отставать. Было очевидно, что зверь спешит, и любопытство снова взяло верх. Тропа, по которой они шли, выглядела утоптанной, словно по ней регулярно ходили люди, и вскоре Марк заметил признаки человеческого присутствия. Мусор на земле, поваленные деревья, а затем вдалеке показался деревянный домик. Формально это было жилище одного из соседей, но из-за больших расстояний между домами они так и не познакомились, и Марк знал о нем лишь то, что там кто-то живет. Подходя ближе, он услышал крики изнутри и увидел, как медведь бьет лапами по двери гаража. Дверь распахнулась, и Марк увидел внутри другого медведя, лежащего на полу и тяжело дышащего. Он был значительно меньше, и Марк сразу понял, что зверь, который привел его сюда, была матерью. Пока медведица бросилась к своему детенышу, Марк подбежал к хозяину дома, чтобы узнать, что произошло. Мужчина объяснил, что нашел больного медвежонка в лесу около часа назад. Решил, что мать его бросила, и принес его домой, собираясь отвезти к ветеринару, так как в таком состоянии тот бы не выжил. Тогда Марк понял, что именно искала медведица на поляне ранее. Она оставила детеныша там, пока пыталась найти помощь, и именно поэтому так отчаянно манила его и не позволяла повернуть назад. Как она поняла, что именно Марку можно доверять, он так и не узнал. Возможно, она видела его семью через стекло и узнала в них таких же родителей, заботящихся о своих детях. Марк тут же достал телефон и вызвал рейнджеров, поскольку у соседа не было связи. Вскоре они прибыли вместе с ветеринаром, медведицу временно усыпили и изолировали, а медвежонка увезли на лечение, и после полного восстановления их обоих выпустили обратно в дикую природу. С тех пор Марк и его семья иногда видят этих медведей издалека, и когда медведица еще какое-то время подходила к их дому, рядом с ней всегда был подросший детеныш. Но Сара и Марк теперь всегда держали двери запертыми и строго следили, чтобы дети никогда не пытались кормить диких животных, и в итоге медведица перестала приходить, что стало лучшим завершением этой необычной истории. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.